Автодом или прицеп-дача? Что лучше выбрать? Вы можете себе представить, что первые автодома появились еще аж в XVIII веке. С какой целью люди использовали автодома? Повозки-фургоны нужны были для долгих путешествий и военных походов. Эти повозки были очень удобные, поскольку в них помещалось несколько человек, а также можно было хранить провизию и перевозить драгоценности и пленных в случае удачного военного похода. Самый первый в мире трейлер для отдыха был создан организацией Bristol Carriage Company. Заказчиком был популярный писатель Гордон Стаблс. Первый дом на колесах получил название «Странник». Со своей семьей писатель путешествовал в этом доме по Британии. Очень сильно шагнул в развитие автодомов Заглеймер. Его конструкция на базе автомобиля Ford T имела выдвижное спальное место. Однако в дальнейшем такие автомобили распространения не получили. Автодома с начала 50-х годов стали сильно напоминать обычные грузовики и автобусы. Причем самым компактным из них оказался Volkswagen, который прочно закрепил свои позиции в США благодаря своей компактности и неприхотливости. Volkswagen также занимался разработкой уникальных наборов мини-хоум из-за разряда «сделай сам». Такой автодом предлагался к сборке самостоятельно, как обычный конструктор. Надеемся, что теперь вы точно понимаете, какой вариант подходит именно для вас. А в чем же плюсы путешествия в доме на колесах? Первое, немаловажное, особенно для женщин, это налаженный быт и комфорт во время путешествий. Согласитесь, приятно спать в своей постели и готовить дома вкусные завтраки, обеды и ужины, а после целого дня в дороге принять душ и освежиться. Что еще хочется отметить? Экономия на жилье. А еще все самое необходимое всегда с вами. Часто в длинных путешествиях природный отдых сменяется культурными прогулками по большим городам. Благодаря автодому можно брать с собой сколько угодно вещей на любой случай. Также еще одна причина выбора такого формата для путешествий – свобода в передвижениях. Автодом снимает кучу логистических проблем. Можно спокойно уехать на природу, в глушь, где сложно найти обычный ночлег. Не нужно думать о том, где вы будете ночевать в следующем городе. Не нужно покупать билеты на самолет или поезд и искать, где арендовать машину. Вы не привязаны ко времени. У вас есть возможность посетить не только популярные места, но и аутентичные уголки. На сегодняшний день существуют различные виды домов на колесах в зависимости от целей путешествий. Помимо автодома также большим спросом пользуются и автоприцепы. Но что же выбрать, спросите вы? Автодом или прицеп? И в чем разница? Автоприцеп или автодача – самый простой и бюджетный вариант. Это дом-прицеп, который присоединяют к автомобилю. Цена на такой начинается от 600 тысяч рублей, примерно 10 тысяч долларов. Плюс такого автодома в том, что его можно отцепить и оставить, например, в кемпинге, а на автомобиле свободно кататься по городу. Минусы – плохая аэродинамика на дороге и двойной расход бензина. И главное, по правилам дорожной безопасности во время движения в автоприцепе находиться нельзя. Теперь давайте поговорим о более основательном варианте для путешествий. Это автодом. Он представляет собой автомобиль с жилым помещением в специальном фургоне. Жилое помещение может находиться в том числе и в прицепе, и внутри самого автомобиля. Жилой модуль устанавливается на шасси легких грузовиков и прицепляется к автомобилю. Кабина автомобиля при этом неразрывно связана с жилым отсеком. Есть несколько видов современных автодомов. Давайте рассмотрим их подробнее, чтобы вы могли понять, какой больше подходит именно вам. Один из вариантов — это Kastenwagen. Выглядит как микроавтобус. Такой автодом можно купить готовым или сделать самостоятельно, например, на МАЗе Mercedes Sprinter или Ford Transit. Kastenwagen — самый маневренный из всех автодомов. Стоит такой от 1,5 до 16 миллионов рублей. Или от 25 тысяч до 267 тысяч долларов, в зависимости от базы и комплектации. Выглядят Kastenwagen симпатично, но в реальной жизни не очень удобно и подходят только для коротких путешествий. Внутри обычно есть жилой отсек со спальней и маленькой кухней, а вот санузел туда встраивают редко. Обычно максимум устанавливают душевую лейку снаружи, чтобы была возможность принять душ на природе. Следующий тип автодома — альковный. Он сделан на базе обычного легкового автомобиля. Над кабиной водителя есть надстройка — альков, где расположено спальное место. Жилой модуль в таком доме сделан из сэндвич-панелей с теплоизоляцией. Главный плюс такого автодома — высокий потолок. А за счет него внутри много пространства. Еще у него сравнительно маленький расход бензина — 10 литров на 100 километров. Из минусов — у него немного меньше маневренности, чем у других типов автодомов. Сейчас такой автодом на вторичном рынке может стоить от 3,5 миллионов рублей, 58 тысяч долларов. Похожий на предыдущий вариант — полуинтегрированный автодом или просто полуинтеграт. Тоже сделан на базе автомобиля, как и альковный. Отличие в том, что в полуинтеграде нет надстройки над кабиной, за счет этого меньше пространства и спальных мест. Зато он более маневренный. Стоит полуинтеграт примерно столько же, сколько альковный автодом, от 3,5 миллионов рублей.
58 тысяч долларов. Интегрированный автодом «Интеграл» самый дорогой, самый продуманный и самый комфортный. Стоимость такого автодома начинается от 5,5 миллионов рублей, 92 тысячи долларов. Дом, целиком включая кабину, сделан из сэндвич-панелей. Кабина и жилая зона — единое пространство. Обычно в таких домах удобная планировка с отдельной спальней, а еще более качественная отделка, чем в других автодомах. Кроме того, интегральный автодом самый теплый, потому что в нем нет отдельной кабины, из которой дует зимой. В конце хочется добавить, что автодома являются не только удобным средством передвижения, но и отличной альтернативой недвижимости. В то же время они лишены некоторых удобств, присутствующих в обычном жилище. Например, может не быть санузла, необходимо постоянно запасаться водой, а также отсутствуют коммунальные службы. Особо стоит отметить высокую стоимость автодомов. Здесь выигрывают дома на базе прицепа, поскольку они более неприхотливы в обслуживании и создают полную имитацию жилого пространства. Такие дома легко перемещать, но жить в них в условиях транспортировки возможности нет. Поэтому, выбирая автодом, руководствуйтесь в первую очередь способом его использования. Друзья, на этом все. Всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ставьте лайки, если ролик оказался полезным. Пишите в комментариях, на какие темы хотите следующие выпуски. До новых встреч!